Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вы узнаете, как по-настоящему унизить врага, можно ли затащить бой при счете 0-9 и как взять захватчика на арте. Ну и не забудьте досмотреть ролик до конца, впереди там будет еще много интересных видео. Но это в конце, а сначала, как всегда, разогрев. Сегодняшний разогрев будет посвящен унижениям. О да, это прекрасное чувство, когда ты можешь не просто победить врага, уничтожить его, а еще и подавить морально. И начнем мы на утесе. КВ-85 закинула в бой к восьмеркам, но несмотря на это он всеми силами пытается помогать команде. Даже когда после попадания арты у него остается 80 единиц здоровья, советский тяж не сдается. ИС-3 выкатывается на КВ, 85-й ловит совсем не ваншотного тяжа на ошибки и таранит его. Как же это прекрасно! КВ-85 умер, но вид его догорающей тушки украшает третий ИС, который скатывается в обрыв. Едем дальше. Вы знали, что если создавать взвод из артиллерии 3 и 8 уровня, то вы, отчаянный. Да, отчаянный. И вот такой смельчак объявился на Ласвеле. Кого он хочет напугать, подумают самые тактичные из вас. Да никого не напугает, отвечу я и буду неправ. Враги во главе с Е-75 продавили ущелье и прут вперед. Так вот вам привет из песочницы. М7 Приз стреляет по немцу и поджигает его. Огнетушители? Не слышал. Да и зачем они теперь? Уверенность в себе все равно уже не вернуть. Но самое эпичное уничтожение танка и личности произошло на огненной дуге. Батчат на протяжении всего боя просто адово тащит. Разматывает всех и вся, светит, стреляет. В общем, действительно делает бой. Именно благодаря ему счет в какой-то момент становится 14-13. У врагов осталась лишь одна артиллерия. Француз находит ее, САУ в страхе забивается в угол и... Бат говорит в чат, что он пустой. Именно, он так яростно тащил, что снаряды просто кончились. Арта мгновенно попадает в этот капкан. Нет, снарядов у Бата действительно нет. Но этот недостаток он с лихвой компенсирует смелостью и сообразительностью. СТ подставляет свой ствол к орудию артиллерии, и та погибает от собственного фугаса. Враг умирает, и лишь злобный смех француза провожает его в ангар. А мы переходим к номинациям. Захватчиком этой недели становится игрок с ником Могоча Вова на батчате 155-58. Да-да, это арта, и она захватчик. А вот как ей это удалось. Закинула нашего героя на Эрленберг, и в начале боя он занимается вполне себе артоводными делами. Зарядиться, пострелять, сходить за чаем и повторить. Цикл для артиллерии типичен. Что-то необычное начинается тогда, когда вражеский батчат прорывается через центр и решает нагло маячить в опасной близости от нашего героя. Но 2 выстрела и грозный Бэтмен, побитый и оскорбленный, отправляется обратно в Бэт-пещеру на лечение к Альфреду. Следующий барабан нашей САУ позволяет ей забрать Т-57 Heavy. Очередные 75 секунд бездействия проходят без изменения счета. Он по-прежнему 10-11. Но вот то, что следует дальше, заставило бы утопиться многих артоводов. Сначала происходит обмен артиллериями, а затем соперники забирают АМХ-50Б и Вафлю. И это все. Союзников нет, и наш герой один против 4 врагов. САУ решает, что грустить и гневаться на судьбу — это удел слабых, и она бесконечно права. Артобат выскакивает на британского любителя ваншотов, первый снаряд уходит в землю, но наш герой успевает объехать врага и отправляет его в ангар. Отлично! В барабане остался один снаряд, и САУ мчится навстречу славе. Обнаружить ФВ-3805 не составляет труда. Соперник стреляет и мажет. И наш артобат добивает ее. Но тут же выскакивает батчат. Вражеский выстрел оставляет арте крупицы здоровья. Второй выстрел проходит без урона и... таран! Наш француз чудом выживает после столкновения со своим земляком. Одна единица здоровья осталась. Испытывать судьбу еще раз будет безумием, а потому САУ, чуть-чуть подумав, едет на захват. Зеленая полоска начинает наполняться. Враг в любой момент может появиться. Да что там появиться? Любой шальной выстрел рядом будет нести поражение. Еще секунда. Есть захват. Враг так и не объявился. Невероятно. Остаться одному против 4 врагов и захватить с 1 единицей здоровья. Великолепная игра и настоящее мужество. Определенно, лучший захватчик этой недели. Поздравляем! Звание воина этой недели уходит игроку с ником, состоящим из 2 любимых домашних животных серба – Ракошка 32. Закинула нашего героя и его КВ-1 на карту Энск во встречный бой. Вначале тяж мирно едет в город.
все происходит спокойно и непринужденно. И ну ничего себе, КВ не успел еще ни разу выстрелить, а счет 0-9. Остальная команда что, сделана из жвачки коллективной глупости? Как вообще можно за 2 минуты так слиться? Советский тяж убивает первого врага и 1-11. Dream Team не иначе. Но зато захват идет. Молодцы, что тут скажешь. Но как бы то ни было, надо воевать. КВшка забирает еще пару малышей, и на него выкатывается БДР. Советский тяж выходит из этой дуэли победителем, но радости мало. Теперь наш герой 1 против 10 врагов. Соперники тут же начинают наступать со всех сторон. КВ отбивается как может. Врагов так много, что они постоянно попадают друг другу в прицел и даже уничтожают своих. Но от этого не легче. Битва продолжается, и Хетцер со Штугом тоже отправлены на покой. А за ними и МХ-40. Драка с очередным БДРом проходит чуть дольше остальных, но с тем же исходом. Есть 8-й фраг и еще 5 врагов. Откуда-то со стороны базы тяжу хорошенько накидывают. 38 единиц здоровья остается у КВ. Но и это не проблема. Т-46 становится очередным фрагом. Тут же наш герой выскакивает на вражеского КВ-1, и вот это опасно. Соперник стреляет, но не попадает. Игнорируем несколько выстрелов без урона откуда-то сбоку и побеждаем самого грозного врага. Но даже сейчас расслабляться еще рано. КВшка добивает арту, и опять внезапный соперник. ЛТ пытается закрутить тяжа, и у него это получается. Но шкура КВ уж слишком прочна для такого малыша. 12-й фраг. Советский монстр решает не искать последнего врага и встает на захват. Зеленая полоска начинает заполняться, но соперник сам объявляется на горизонте. АМХ-13АМ неудачно высунул гуслю из-за угла, и тяж воспользовался этим. Первый выстрел парализует САУ, и теперь ей некуда деваться. Еще несколько попаданий, и есть долгожданная победа. Невероятный бой, абсолютно бесполезная команда и 13 фрагов. Вот какой он, воин этой недели. Поздравляем! Отличником этой недели становится игрок с ником Ривер на ФВ-215Б. Как известно, вся заварушка на Карелии обычно проходит под горой, и этот бой не становится исключением. С самого начала сражения наш герой отправляется на массовую перестрелку, которая в какой-то момент начинает склонять чашу весов в сторону соперников. Британец забирает 704-го, но делу это не сильно помогает. Врагов до сих пор много, а союзники продолжают умирать. Наш приверженец монархических взглядов помогает сдерживать 4 вражеские машины в позиционной перестрелке. Но какая позиционная перестрелка в рандоме? Ответ – недолгая. Первым нервы сдают у Хэви. Американец выскакивает из укрытия и благополучно отправляется в ангар. Тем не менее, враги получают хорошее преимущество. Правда, не здесь, на другом фланге. И в центре, да везде, кроме здесь. Все направления продавлены, и счет 7-10. ФВ понимает всю плачевность ситуации и прет на всех парах к родной базе. Ждать врагов не приходится. Су-122-54 в 2 ствола покидает бой. Е-50, который гулял около базы, становится 3-м фрагом нашего героя. И пока оставшихся 2 союзников прессуют на фланге, британский тяж колесит вокруг базы в поисках новых захватчиков. Таковым становится ИС-7. ФВ грамотно использует местность, что позволяет ему уполовинить здоровье грозного советского тяжа. А вот дальше происходит неприятность. Союзники кончились, а врагов еще 4. Британец кружит по своим владениям, как разъяренный пес. Ожидать соперников, только это и остается. И вот они и объявляются, Т-30 и Е-75. Наш герой решает, что американец опаснее, и забирает его в 2 выстрела. Е-75 успевает спрятаться, да только не весь, не забывая своей макушкой в следующий раз. Кстати, чтобы забрать немцев, ФВ чуть отъехал с базы, а потому захват стал не только неприятным, но еще и неожиданным событием. Все тот же ИС-7. ФВ подставляет под выстрелы лишь твердый лоб, что становится приговором для ИСа. Остался последний. Т-110Е4 сразу накидывается на британца. Несколько выстрелов в ответ, и это все. Не потому, что он умер, а потому, что умереть врагу не получится никак. Снаряды кончились. ПТ и тяж бычатся, как боксеры на взвешивании, но это никак не влияет на бой. Один бессмысленно стреляет, другому стрелять просто нечем. Враг заезжает в круг и начинает захват, но и это не поможет. Во-первых, ФВ тараном сбивает, а во-вторых, просто не хватит времени. В итоге у нас ничья. И да, это не просто ничья. Это ничья, которая заслуживает звания «Отличник недели», потому что наш герой не просто сражался и настрелял почти 8000 урона, а еще умудрился не проиграть с пустым боекомплектом. А это дорогого стоит. Поздравляем! В номинации «Защитник недели» сегодня побеждает игрок с ником Кирита, или Купуто, или Кипита.
Короче, вот этот парень на Т-71. Встречный бой на Энске уже знаком нам по номинации «Воин». Правда, начинается здесь все не так плохо. Хотя бы потому, что когда американец убивает первого врага, счет не 1-9. И да, убитый следом Арл — это тоже заслуга Т-71. Отвлекает он просто отлично. Непотраченные на француза снаряды сразу находят пристанище в тушке 110-го. Еще несколько раз сменить вектор своих атак, и есть уже 4 фрага. Вот только союзники к этому времени кончились, и теперь Т-71 один. Американец бежит прятаться в город, где выхватывает самый неприятный выстрел за бой. Почему самый неприятный? Потому что он оставляет 71-му 93 единицы здоровья и второй раз критует боеукладку. Прощать такое нельзя, и наш герой вступает в перестрелку с обидчиком. Открытый обмен выстрелами и обманный маневр отправляют Т-21 в ангар, а наш ЛТ продолжает жить, используя весь скотч мира, чтобы только танк не развалился. Пользуемся паузой и уходим на вдвое большее КД. И вот, наконец, завыла сирена. Т-71 заезжает со стороны железки и сбивает захват с 2 тигров. Действие хорошее, но я думаю, обидного тут больше, чем полезного. Выбить оставшиеся 16 единиц здоровья из одного из тигров не удалось. Хотя эту неточность наш герой справляет буквально через 37,5 секунд. Главное было сделать вид, что отъезжаешь, а остальное — дело техники. Теперь пора бы действительно отъехать. Старый захват сбит, новый захват начался. Все нормально. Хотя нет, все прекрасно. Наш герой предвидел, откуда поедет к базе второй враг, и смог его выловить. Су-152 убит, и теперь остается лишь Тигр-2. Очередной крюк через улочки позволяет застать представителя кошачьих врасплох и вколотить в него еще 2 снаряда. Отлично! А следующие 2 снаряда без урона не смогут изменить это отлично. Нашего героя уже не остановить. Ритуальные танцы помогают выбить из тигра еще здоровья, а немного наглости и вовсе закончить бой. Преодоление всех сложностей и неприятностей помогло Т-71 отвоевать базу и победить. И это заслуживает звания защитника этой недели. Поздравляем! В номинации «Поддержка недели» на этот раз побеждает игрок с труднопроизносимым ником Tekken King Creed, что можно перевести на русский как «Железобетон». И в этом бою он полностью оправдал свое прозвище, но обо всем по порядку. Наш герой взял М41 Бульдог и явно хотел попасть на открытую карту. Сетка, рога и пара взводных артиллеристов — яркое тому подтверждение. Но великий ужасный белорусский рандом лишь посмеялся над планами 3 товарищей. Конечно же, они попали в Химки. Навстречку, в нижнюю половину списка. В общем, железобетонные нервы пригодились бы всем 3. Но на всех не хватило. Пока Бульдог уничтожает врагов внизу, все горные союзники гибнут. Прошло всего 3 минуты, а для 11 союзников бой уже окончен. Ребята, вы серьезно? Ну как так-то? 5-11 не повод опускать руки, решает наш герой и мчится мимо базы за вражеской артой. М12 мажет, очередной вражеский светляк долго смотрит вдаль, и М41 быстро отправляет обоих в ангар. Но союзники сливаются еще быстрее. Кроме Бульдога осталась лишь одна арта, да и та ждет смерти, нелепо мечтая о захвате базы. Врагов же 8, и если Т-43 Дверт САУ на Химках особо не пугают, то 54-ка и аж 4 тяжи 8 уровня — задачка не для Бульдога, а скорее для Халка. Но железобетонный с этим не согласен. Первым тухнет Т-54, тут же отправляется в ангар Кернарвон. А за мгновение до этого чемодан по британцу стал последней помощью от союзников. Рассчитывать можно только на себя и свою суперсилу. Закидываем снежками 43-ку, уворачиваемся от арты в стиле Нео, доплевываем в нее остатки барабана и убегаем на перезарядку, а заодно и меняем фланг. Не хотят брать базу? Пусть догонят. Незаметно переехать не получается, зато есть инфа по ИС-3. Он все там же, где и был несколько минут назад. Похоже, застрял. Пусть пока померзнет в одиночестве, а мы едем дальше. Подсвечиваем ИС-6, но стрелять не спешим. Все правильно, ведь обзор у Бульдога лучше, и нас пока не видно. Для надежности заряжаем кумулятивы. Каждый выстрел сейчас на вес золота. И мало того, что не пробиваем 6-ку, сзади приехал почти целый КВ-4. Нужно снова убегать. Мчимся мимо советского тяжа и в буквальном смысле вдалбливаем в него информацию о ценности огнетушителей. Причем делаем это настолько изящно, что М53 на этот раз даже выстрелить не успел. Видимо, засмотрелся на пламя. Место следующего свидания с американкой наш бравый парень выбирал уже сам. И долго с ней не церемонился. Арта отправляется в ангар, а Бульдог снова меняет фланг. ИС-6, похоже, совсем не смотрит на миникарту и становится очередной легкой добычей железобетонного. Наш герой вошел в кураж и уже не убегает, а сам ищет соперников. Кто там следующий? Недобитый КВ-4? Да пожалуйста.
От очередного снаряда очередной арты вновь спасают магические силы и дрожащие руки соперника. Оба на перезарядке, но бульдог-то уйдет с нее раньше. Можно ехать в наглую и гасить. Так и делаем. Остается только догадываться о мыслях Истри, который в наказание за свою нерасторопность не только пропустил все самое интересное, но и совершенно бесславно погибает от снарядов из ниоткуда. Ну а наш герой, настреляв 12 фрагов и более 6500 урона, получает целую россыпь медалей, достойное место в которой займет и медаль ЛРН. Поздравляем! Напоминаю, что голосовать за лучший реплей надо на нашей странице ВКонтакте. А победителями прошлого выпуска стали игроки с никами Воробей и Харе36 из номинации «Братья по оружию». Поздравляем победителей и дарим им дополнительную порцию золота. У нас вышла озвучка ВГТВ версии 2.0. Теперь помимо меня, Аси и Оли вы сможете услышать еще и солидного разработчика. А еще совсем недавно произошло объединение двух наших приложений для смартфонов – Вот Assistant и ВГТВ App. Теперь вы сможете не только читать интересующую вас информацию о танках, но и смотреть видео о них. Обязательно скачайте и попробуйте. Ну и не забывайте про видео об ИС-7, оно очень-очень крутое, в стиле Top Gear. Ну а на этом у меня все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока.